Джей Хоуп – имя, за которым скрывается не просто артист, а человек, превращающий свет в силу. Он – один из самых ярких участников легендарной группы BTS, символ энергии, надежды и вдохновения для миллионов. Но за его сиянием – годы борьбы, сомнений и тишины, о которых знают лишь немногие. Его путь – не просто история успеха, а доказательство того, что даже мечта, рожденная в тени, может осветить целый мир. Чон Хо Сок, настоящее имя Джей Хоупа, родился 18 февраля 1994 года в городе Кванджу, расположенном на юге Южной Кореи. В семье он был младшим ребенком. Его старшая сестра Чон Джиу, известная также как Давон, с самого детства поддерживала брата и до сих пор остается одним из его самых близких людей. Детство Хо Сока было энергичным. Он постоянно двигался, танцевал, придумывал ритмы и мелодии. Уже в начальной школе его отличала харизма и чувство ритма. Отец, преподаватель литературы, хотел, чтобы сын выбрал стабильную профессию, а мама, напротив, верила в его талант и даже уезжала за границу, чтобы заработать деньги на обучение сына в танцевальных школах. С ранних лет Хо Сок всерьез занимался хореографией. Он присоединился к уличному танцевальному коллективу «Неурон», где быстро стал одним из лидеров. В 2008 году юноша выиграл национальный танцевальный конкурс, что стало для него настоящим поворотным моментом. Тогда же он впервые осознал, что хочет посвятить жизнь сцене. Его репутация талантливого танцора распространилась по всему Кванджу. Он участвовал в уличных баттлах и фестивалях, где прославился своими уникальными движениями и сценической подачей. Воодушевленный победами, Хо Сок решил пройти прослушивание в агентство Big Hit Entertainment. С первой попытки его не приняли, но он не сдался. Спустя некоторое время он вновь пришел на кастинг, и тогда продемонстрировал не только танцы, но и вокальные способности, рэп и харизму. Так он стал стажером агентства, где проходил многочасовые тренировки по вокалу, хореографии и сценическому мастерству. Когда формировался будущий состав BTS, его кандидатуру сначала хотели исключить, но RM убедил продюсеров, что без Джей Хоупа группа потеряет сердце и ритм. Так он стал третьим официальным участником коллектива после RM и Шуга. Дебют состоялся в 2013 году с песней No More Dream. Именно тогда Хо Сок выбрал сценическое имя Джей Хоуп, символ надежды и позитива, который он хотел дарить миру. После выхода альбома BTS быстро начали набирать популярность. Хо Сок стал главным хореографом и источником энергии группы. Вместе с Чимином и Чингуком он оттачивал танцы до поздней ночи, помогая другим участникам улучшать технику. Танец – это способ выражения души. «Когда я танцую, я чувствую, что живу», – говорил Джей Хоуп в одном из интервью. Помимо работы в составе BTS, Хо Сок участвовал в написании песен и аранжировках. В 2018 году он выпустил сольный микстейп Hop World, который стал настоящим событием в Корее и за ее пределами. Пластинка дебютировала на 63-м месте в Billboard 200, а затем поднялась до 38-го, редкое достижение для корейских исполнителей. Песни Daydream, Hop World и Hing Sing попали в мировые чарты и заняли ведущие позиции в Billboard World Digital Chart. Клип на Airplane подтвердил, что Джей Хоуп способен быть не только частью группы, но и полноценным сольным артистом. В том же году вместе с BTS он получил орден за заслуги в культуре от президента Республики Корея, признание вклада группы в распространение корейской культуры по всему миру. Среди заметных работ – совместный трек Chicken Noodle Soup с американской певицей Бекки Джи, выпущенный в 2019 году. Песня стала вирусной, а клип собрал миллионы просмотров, укрепив международную популярность артиста. В 2022 году, когда BTS объявили о временной паузе, Джей Хоуп использовал время для творческого развития. Летом того же года он представил альбом Jack in the Box, в котором показал более глубокую, зрелую сторону своего искусства.
На закрытую вечеринку по случаю релиза пришли известные артисты Зика, Лока, Джесси и коллеги по BTS. Весной 2023 года Чон Хо Сок отправился проходить военную службу, следуя примеру старшего участника Джина, призванного несколькими месяцами ранее. Даже находясь на службе, Джей Хоуп продолжал писать музыку и записывать демоверсии песен. В 2024 году он представил мини-альбом Hop on the Street и документальный сериал, посвященный его жизни и любви к танцам. Проект стал символом стойкости и вдохновения для многих поклонников. Осенью того же года он официально завершил службу. Фанаты и журналисты встречали его у ворот базы. Артист поблагодарил всех за поддержку и признался, что служба помогла ему стать сильнее. По контракту с агентством-участником BTS долгое время запрещалось заводить романтические отношения. Однако известно, что в начале пути, около 2013 года, у Хо Сока была девушка, с которой он расстался из-за измены. Это событие тяжело отразилось на нем, и он нередко слушал песню соло-дуэта Dynamic Duo, чтобы успокоить душу. Позже ему приписывали отношения с певицами Лим Чон Хи и Пак Чжи Юн, но ни один слух не получил подтверждения. Артист открыто говорил, что ему нравятся девушки с длинными волосами, умеющие готовить и поддерживать в трудные моменты. Джей Хоуп – человек постоянного развития. Он изучает английский язык, интересуется модой и психологией, пишет тексты и экспериментирует со стилями. Несмотря на слухи, что он не любит спорт, артист много времени посвящает физическим тренировкам, ведь танцы требуют силы и выносливости. Рост Хо Сока составляет 177 сантиметров, а вес – 65 килограммов. Благодаря отличной форме и сценическому обаянию он стал одним из самых узнаваемых артистов кей-поп-индустрии. Стиль Джей Хоупа отражает его характер – смелый, яркий и позитивный. Он легко комбинирует люксовые бренды с уличной модой. Однажды надел розовые пижамные брюки от Vitamin стоимостью около $1000 США, и фанаты долго обсуждали этот образ, приняв его за домашнюю одежду. Артист уверен, что имидж должен подчеркивать смысл музыки, а не отвлекать от нее. Поэтому во время продвижения альбомов он старается сохранять цельный стиль и не менять резко цвет волос или образ. После возвращения из армии артист сразу взялся за новые проекты. В начале 2025 года он объявил о своем первом сольно-мировом турне Hop on the Stage, который охватил крупнейшие города Азии и Северной Америки. Тур стартовал с трехдневного шоу в Сеуле, трансляция которого собрала рекордное количество зрителей онлайн. Сейчас Джей Хоуп остается одним из самых уважаемых и вдохновляющих артистов Кореи, символом энергии, доброты и надежды, которая не угасает, даже когда все вокруг меняется. «Пусть мой свет хоть немного осветит твой путь», — говорит Джей Хоуп. Именно за это миллионы людей по всему миру называют его своим солнечным лучом BTS. Если эта история вдохновила тебя, не забудь поддержать наш канал. Твоя подписка, лайк и комментарии помогают нам создавать еще больше историй о тех, кто светит, даже когда вокруг темно.